Сегодня я подготовила мастер-класс вязания кардигана из хлопковых нитей. По узор взяла из книги «Библия аранских узоров». Узор у нас называется «Популярный». Вот так он выглядит, значит, на картинке. И вот так выглядит его схема. Значит, пряжу я использовала турецкую. Вот такого, значит, цвета розового. Номер пряжи 20. Значит, 55% катона, 45% полиакрила. Продается в моточках по 50 грамм. И у меня ушло, значит, 6 моточков. 300 грамм, значит. Кардиганчик выполнялся, значит, как я уже повторила, ажурной вязочкой. Вот, раппорт узора составляет 32 петли, а высоту 36 рядов. Давайте начнем с вами со спинки. Вот у меня деталечки связаны и слегка отглажены. Слегка это не значит, что, сами понимаете, если узоры с косами, отутюживать ни в коем случае изделие не стоит. Так, значит, для вязания спинки, я набирала, значит, 92 петли, набирала 92 петли и вязала резиночкой 1 на 1, ну, приблизительно 3 сантиметра в высоту. Затем, значит, я переходила на вязание ажурного нашего узорчика, распределяю петли следующим образом. Значит, повторяю, узор состоит из 32 петель. И я сейчас схематично, наверное, здесь будет не совсем понятно, я потом более подробно нарисую, значит, каким образом я распределяла узоры по спинке. Значит, у меня 101 петля на спинке, поэтому с 92 петель резинки мы увеличиваем в процессе 101 петлю в первом ряде нашего узора. Прибавляем до 101 петли. Значит, у меня, как видите, раз, два, три, 3 полных раппорта уместились. С двух сторон я прибавила еще по 2 изнаночные, ну и плюс кромочные, плюс 2 еще. Итого получилось 101 петля. То есть я 3 раза повторила раппорты, с двух сторон прибавила 2 изнаночные, с этой стороны и с этой, видите, да? Вот, и кромочные учла. И начала вязать. У меня получилось полных раппортов в высоту до закрытия петель горловины. Сейчас посчитаем. Значит, 1 раппорт, 2 раппорт, 3 раппорт, 4 раппорт, 5 раппортов. Ровно 5 раппортов в высоту. И я начала закрывать петли горловины на спинке. Каким образом я это сделала? Я закрыла центральные 25 петель. И далее равномерно распределяла симметрично с двух сторон. Значит, 3 петли закрыла, 2 петли закрыла. И связала еще немного в высоту, несколько рядов.
Так, после этого у меня должно было остаться, значит, петли плеча 33 петли. Значит, на горловину всего у меня закрылось 35 петель, и по плечу по 33 петли получилось. Все, спинку связали, закрыли. Приступаем к вязанию полочек. Вот такой экспресс-мастер-класс. Значит, полочки были связаны вот таким образом, с глубоким. Здесь у меня получился глубокий вырез. Здесь будет планка вывязываться. Это рукавчики на 3/4 рукавчики. Пока мы их откладываем. И заостряем внимание на полочках. Значит, для вязания полочки я набирала для резинки 40 петель. И также вязала высоту 3 сантиметра. И затем, переходя на узор основной, я прибавляла петли до 47 петель. Вот. Петли узора распределяла я тоже вот по такой схеме. Значит, смотрите, что у меня получалось. Здесь я буду уже не раппортами рассказывать, а именно делю раппорты. Вот, смотрите, центральная часть это 13 петель. Вообще, как бы раппорт у меня поделен на фазы по 13 петель, да? Видите, цикличность проявляется. И каждый цикл составляет 13 петель. Вот, между ними идут 3 изнаночные. Так вот, я по 13 петель распределила следующим образом. Значит, начинаю я с 13 ажурных петель. Вот у меня идет ажурная вязка. Далее 3 изнаночные. И далее цикл из 13 петель коса. Далее опять идут 3 изнаночные. И далее опять ажурные вязка из 13 петель. Вот. Это несложно понять. Когда вы свяжете спинку, вы поймете, о чем идет речь. Что за циклы. Это несложно понять. Далее. Значит, смотрите. В моем случае я здесь сделала с обоих сторон по одной изнаночной. По краю у меня идет и кромочная. Итого получилось 47 петель. Да? Повторяю. 13 ажура, 3 изнаночные, 13 коса, 3 изнаночные, опять 13 ажура. По краям изнаночные, по одной изнаночной и по одной кромочной. Итого получилось 47 петель. Я вяжу вверх. Сейчас давайте посчитаем, сколько у меня получилось раппортов. Вверх. 1 раппорт, 2 раппорт, 3 раппорт. 3 раппорта вверх. И, значит, 4-й раппорт у меня незавершенный получается. Всего лишь половина раппорта в высоту. На ажурной вязке. Вот так это выглядит. На ажурной вязке я закрываю петли выреза горловины полочки. Значит, каким образом я это делаю? Сейчас закрываю вначале 13, то есть ровно весь цикл ажурного вязания закрываю, затем по одной петле равномерно 3 раза. Далее вяжу высоту, просто уже убавленные петли. Вот. И у меня должно остаться 33 петли, да, вы знаете.
плеча. И на такой же высоте, как и спинка, я закрываю эти 33 петли плеча. Полочку, вторую полочку вяжу симметрично, абсолютно симметрично. Все те же самые объяснения. Вот. Теперь приступаем к вязанию нашего рукава. Убираем полочки, рассказываю про рукавчик. Рукава. 2 рукавчика связаны у меня. Совершенно одинаковых. Для вязания рукавчика я делаю набор петель. Набираю я 26 петель. Так, значит, распределение узора. У меня узор будет располагаться на 47 петлях. Каким образом я их распределяла? Сейчас я вам тоже аналогичным образом расскажу. Значит, у меня все то же самое получилось, как и на полочке начала распределялись узоры. То есть, смотрите, в центре идет коса из 13 петель, 3 изнаночные по бокам, затем симметрично 13 петель для ажурного цикла и 1 изнаночная с боков, 1 кромочная по бокам. В процессе вязания высота рукавчика у меня 30 сантиметров вместе с резинкой. Это 3/4, повторяю, рукав, короткий. Вот, значит, в процессе с 26 сантиметров я увеличила до 40 сантиметров. Вот, у меня получилось 73 петли, когда я буду закрывать. Значит, прибавления получились по 13 изнаночных с 2 сторон. Видите, по 13 изнаночных с 2 сторон. Прибавление делала приблизительно с 2 сторон по 1 петле в каждой, через каждые 1,5 сантиметра. Как-то вот так получается. Вот. В итоге закрыла через 30 сантиметров 73 петли узора. В принципе, чтобы не ошибиться, давайте еще раз посчитаем. Значит, считаем. 1, 2, 3, 4, 5. 13 у нас получилось циклов. Значит, 5 циклов по 13 петель. Плюс 3 изнаночных и 3 изнаночных по бокам. Вот эти вот идут, да? Вот. Это получается 65 плюс 6 и плюс 2 кромочные. Итого 73 петли мы закрываем. Так, теперь мы сейчас будем сшивать наше изделие. После этого будем вывязывать планочки. Пользуясь случаем, хочу лишний раз напомнить вам про книгу, которая вышла в 2018 году в свет «Библия аранских узоров. 120 рельефных мотивов с косыми жгутами и шишечками». Автором является Светлана Лосева. Это я собственной персоной. Здесь вот такое большое количество узоров, значит, от простых до сложных комбинированных, собраны. Это сборник узоров, то есть я не автор этих узоров, да, повторяюсь, я собрала эти, на мой взгляд, самые интересные узоры и их здесь воплотила в жизнь. Вот видите элементы аранского вязания, этих косы всевозможные, со схемами идут. Вот. Подробнейшим образом схемы описаны, как что распределяем, в каком направлении. Вот, значит, это вот у нас идут просто косы, да, различные. Затем по тематике ажурные косы. Вот отсюда я решила взять этот интересненький
узорчик. Вначале хотела вот таким узором лужок связать, но потом почему-то решила дать немного посложнее узор. Очень мне он улыбнулся более. Далее, значит, здесь идут кески мотивы. Хочу сразу сказать, образцы я вязала, но пряжу мне в качестве рекламы предоставлял определенный магазин, поэтому это был их предоставленный выбор. Красные, сами очень красивые вот эти узоры абсолютно не видны в этой темной пряже красного цвета. И фотографии делала не я, а фотограф. Вот единственная фотография, которая, значит, не получилась, и именно я ее сделала, прислала в редакцию уже в самом последнем, когда книга была готова к выпуску, уже в типографию пора было отправлять. Видите, совсем другой вид. Почему фотограф не сделал, редакция не выполнил эти так же красиво? Не понимаю. Очень красивые сами по себе эти кельтские мотивы, сложные. Единственная уцелевшая фотография, вот так выглядели образцы. Видите, немножко отвлеклась, извините, от мастер-класса, но все-таки, знаете, обидно. Столько усилий приложила. Представляете, вот такие прекрасные, красивые образцы были, большие. Они были, это они здесь на картиночках маленькие, а так они по 30, по 40 сантиметров в высоту полотно было, представляете? Вот, и вот так все, можно сказать, изгадили. Ну, ничего страшного. Так, и здесь идут узоры с шишечками, тоже интересные, разнообразные. Но больше всего, значит, мне нравятся, конечно же, сложные араны. Вот они в ярко-зеленом цвете представлены. Вот. Кудрявая коса мой любимый узорчик, кстати. Люблю его использовать. Вот такая тоже схема, требующая внимания. Узор лабиринты, я его назвала. Тоже использовала в своих моделях. У меня есть мастер-класс по вязанию детской жилеточки таким узором. Вот, сложные, конечно, узоры, но при значительном терпении все получится. А вот комбинированные узоры, вот их схема, вот так приходится переворачивать, не уместилась в формате книги. Тоже интересные такие варианты узоров предложены, да? Для тех, кто хорошо понимает в косах, кто любит вязание спицами, тот поймет, о чем я говорю, и что это действительно ценные в одном месте собранные схемы всевозможных кос и их модификаций. Я сшила уже все детали. Кофточка, кардиган наш готов полностью. Я, значит, сделала здесь планочку. Связала резиночкой 1 на 1. Ну, где-то сантиметров у меня получилось 4 планочка. И обвязала горловину крючком. Значит, крючком вязала. Вот такую вот схему использовала. Вот эту схему использовала. Потом я ее, конечно же, в своем мастер-классе приложу в укрупненном виде. А сейчас вам немножечко вкратце расскажу, как я делала обвязку резиночкой 1 на 1, как я петельки для пуговиц сделала отверстие. Значит, я набрала 93 петли, вот, и распределяла, значит, следующим образом у меня получилось. Отверстие я делала через 17 петель. Вот у меня получилось пуговицы. Отверстие 1, 2, 3, 4, 5, 6
отверстий для пуговиц. Вот. И располагала я их следующим образом. Значит, первая у меня шла кромочная. Затем у меня шла одна петля. И вторую и третью я вместе провязывала с накидом. На этом месте у меня располагалось, значит, отверстие для пуговицы. Затем я вязала 15 петель. И далее 2 вместе провязывала уже как 16-17 с накидом. Вот, далее опять 15, опять 2 вместе 16-17, накид. И так я повторяла 1, 2, 3, 4, 5 раз. И наверху я тоже сделала отверстие для пуговицы. Таким же образом вторую, третью вместе провязала с накидом. Затем у меня шла одна петля и замыкала все это дело одна кромочная. Вот, значит, таким образом закрыла я эластичным краем. Здесь у меня есть специальное видео, как это делать. Ну, можете обычным способом закрыть. Это не столь важно. Вот, пришила пуговицы, и получился у меня вот такой летний легкий кардиган. Всем успехов! Смотрите, не забывайте мой канал. И до новых встреч!